Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи Александр Лазарев, политолог. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, начать наш разговор я бы хотел с, конечно же, Ермака на нарах. Ермак таки попал на нары. Я не знаю, час он будет, два, доедет ли он вообще до СИЗО. Тут возникают большие вопросы. Но тот факт, что он, ну, фактически приговорен к тому, чтобы, в общем, свою меру пресечения отбывать в заключении 60 дней, это ведь колоссальнейший удар по власти. А что мы видим тут, как бы вокруг? Понятно, что сегодня был ожесточеннейший удар по Киеву, развалило дом, в общем, разбирают завалы, 4 погибших уже. Понятно, что по всей Украине тоже летело. Война, понятно, перебивает это все, но это же просто лютый разрыв украинской власти и всей системы. Как прокомментируете эту ситуацию? И на самом-то деле, удастся ли кровью, прикрыть, ну, это не фиговый листок, конечно, кровь, но получается прикрыть срам Зеленского. Я хочу с цитаты одной начать, я ее зачитаю, а потом перейдем к обсуждению этого вопроса. Значит, следующее слово. Когда ловят шпиона или изменника, негодование публики не знает границ. А когда вор орудует на глазах у всех, расхищая государственное добро, окружающая публика ограничивается добродушными смешками. Между тем ясно, что вор, расхищающий народное добро и подкапывающийся под интересы народного хозяйства, есть тот же шпион и предатель, если не хуже. Иосиф Виссарионович Сталин. Дословная цитата. Мне кажется, эта цитата как ничто лучше характеризует действия Андрея Борисовича Ермака и все окружение Зеленского, которое уличили в воровстве на крови, воровстве на народном хозяйстве, воровстве народных денег. То, чем они занимаются. И то, что сейчас ему что-то предъявили и вынесли еще и залог, который за него внесут, я уверен, найдутся компании, которые внесут. Он же сам сказал, у меня, говорит, таких денег нет, но у меня очень много друзей. То есть это намек на то, что, послушайте, мы столько бабок украли, столько их отмыли, что любой клерк, любой его подчиненный обладает таким количеством денег. Сейчас они придумают схему легализации этих денег, какие-то фирмы создадут, хотя у них этих фирм прокладок достаточно, и эти фирмы внесут эти деньги за то, чтобы Андрей Борисович не проходил прописку, да, в СИЗО Лукьяновском. А прописку, я думаю, что ему тяжеловато будет пройти, потому что к определенной касте он принадлежит. А если серьезно, то я просто хочу задать вопрос нашим согражданам и тем людям, которые до сих пор свято веруют в то, что Зеленский, Ермак, кто там еще, Шмыгаль, Умеров, Верховная Рада Украины действительно патриоты страны, и у них действительно сердце и душа болит за Украину. Мне хочется сказать, ребят, а вам каких еще доказательств не хватает, чтобы прозреть и осознать, что эти люди, именно они разрушают вашу жизнь, они отнимают будущее у ваших детей, и они отняли у вас настоящее, что они, на самом деле, именно они являются настоящими предателями и врагами Родины, а не те 11 тысяч человек или уже больше, которым именно они вменяют статью 111 по государственной измене, против которых вводят санкции, которых выдворили из страны, против которых начали репрессии, которых кинули на кичи, которые сидят сейчас в холодных подвалах. Не те люди являются предателями, а именно эти, которые клеймо предателя раздают. И здесь впору, вспомни то, что Мендель недавно сказала. А сказала она тоже интересную вещь, хотя, для всех здравомыслящих людей и тех, которые хоть косвенно касались украинской политики, это давно было понятно. Как Зеленский искал, по ее словам, что если кто-то против нас, то необходимо сразу говорить, что это агент Кремля и пророссийский человек, и выписывать ему путевку на кич. Вот их политика. Они пришли воровать на крови, грабить. И они сидят и ухмыляются в суде, и он понимает, что при Зеленском с ним ничего не будет.
что он, может, посидит пару дней, за него внесут залог, и он выйдет, а потом его след где-то растворится, и потом в интересных местах его найдут. У них, друзья, у них целый банк свой есть. Они во Франции создали свой банк. Вы можете представить? То есть сколько бабок украсть надо было, чтобы не просто вывести, как олигархи украинские воровали и в западные банки вывозили, а чтобы свой целый банк создать. Мне кажется, это нечуваное количество денег, и до них еще никто такого не творил. То есть они первопроходцы. У Ермака не то, что 140 миллионов гривен есть, у него 140 миллиардов есть, и вполне себе не гривен. Потому что недавно их Кен Сибига в эфире сказал, что мы в день $500 миллиона тратим на войну, 450 миллионов, а за все время потратили 680 миллиардов долларов, практически триллион. Так я скажу, что половина этого триллиона, если я говорю триллиона, этих 600 миллиардов ушло в этот банк, скорее всего, и по карманам распихано. Богатейшие люди. Мне кажется, Илон Маск и Безос могут позавидовать. Ну, они сейчас, Илон Маск, по крайней мере, я про Безоса вылетел из головы, не знаю, был или не был, в Китае, мы тоже коснемся этой темы, но погодите, вы же видите, как очень, с одной стороны, это все как бы в формате какой-то сказочной Руси, сватов, квартала 95, ну вот в этом духе. Смотрите, там суд запретил общаться Ермаку с Вероникой Фэншуй. Представляете? Нельзя теперь с Вероникой Фэншуй общаться. Но если так вдуматься, да, то есть Ермак составляет списки, программа «Максимум», кто у него в СБУ, кто у него где, да. То есть вот он составляет эти списки, советуется с гадалкой. На руководителя антикоррупционных органов порчу наводит, в могилы фотографии закапывает. И это все нам, это прям какой-то лютый трэш нам кажется. Но меня посетила мысль, а может быть, по-другому бы и не зашло? Ведь это такое унижение. Ведь смотрите, вот эти ребята зеленые, Зеленский, Ермак, они же просто несусветные. Они же там, вы там строите дом. Ну и что? Вы украли деньги. А докажи. А вы там еще что-то. А ты ж против этого они даже ничего, они просто тупо ушли в отрицалово, говорили, я юрист, 30 лет стажа. Может быть, это правда очень классный ход тех, кто стоит за этой атакой на Зеленского, потому что people без гадалок, шаманов, колдунов, порч, кладбищенских вот этих песка, которым устилали, равняли грунт под династией, могильного песка. Без этого просто люди не обратят внимания на все происходящее. Я, честно говоря, вот мне тяжело даже рассуждать на тему, что должно произойти, чтобы люди обратили внимание на происходящее. То есть, насколько одурачен наш народ, насколько им забили баки, простите за такие выражения, да, замылили глаза, создали ширму какую-то, да, в ширму патриотической власти, патриотического движения. Они везде, где нужно прикрыть коррупцию, либо скотство, которое они витворяють, они везде прапор вивішали, да, і тризуб повісили. А якщо тобі щось не подобається, то ти москаль, то ти зрадник, и все. То есть они этим, они какими-то государственной, во-первых, государственной символикой, они начинают прикрывать коррупционные действия. То, что вот сейчас, вот когда вы говорите, да, казалось бы, это страшный сон при температуре 40, да, что глава администрации президента через гадалку назначает министров, глав отдела в СБУ, контрразведки, службы внешней разведки и других ведомств, МВД и прочее, через гадалку. Причем это вот не гадалка, судя по тому, что там происходило, да, какая-то земля кладбищенская. Мендель что там рассказывал полгода назад? Воду они с мертвых собирали, бусы какие-то плели. Вот закапывали вот эти, вы говорите, фотографии. Я, честно, я читал, я в шоке был. То есть это, ну, это же не люди, да, вот как их можно назвать? Это не сын человеческий, да, такое делать не будет. Это фактически они вступили в отношения с темными силами, с какими-то дьявольскими вещами, да. Работает это или не работает, это уже 10-й вопрос. Факт в том, что человек в своем сознании дошел до того, чтобы вступить в эти отношения, чтобы показать, что он на этой стороне.
После этого они, я напоминаю, это ж не вчера эта гадалка у него или ведьма появилась, да? Они ж работают с ними давным-давно. Вот давно, еще даже до того, как они стали там возглавлять администрацию президента Украины. Они еще до этого баловались подобными вещами. Если человек в этой теме, то он всю жизнь по ней идет. Так я вот хочу сказать, что они, когда начали уничтожение Украинской православной церкви, то есть завершающую стадию, да, потому что начали не они, а началось давно еще до них. Ну вот они этот процесс, они его довели до апогея фактически. Когда мы говорим, что ребята, посмотрите, что они творят, какие-то мерзавцы залетают в храмы, рушат иконы, воруют подсвечники, поджигают храмы, ломают лавочки, бьют монахов, выгоняют из лавры, достают мощи Ильи Муромца и других святых, выносят на улицу. Это чистое издевательство над верующими. И когда негодяй Козыцкий, глава Львівської областной державной администрации, на бульдозере сносит храм Украинской православной церкви, тогда о чем это говорит? Да кому они поклоняются? Чьих они будут? И вот тут всплывает, это ж не да, ладно, Мендель, да, она что-то обиженная женщина на Ермака, от кормушки отодвинули, так тогда такую картину создали, да, что там говорит, тетка говорит. Нет, это уже НАБУ публикует, что он это все делал. То есть фактически доказанный факт, простите за тавтологию, что они этим занимаются. Разве человек, верующий в Господа Бога, будет такое делать? Будет воду с мертвых собирать или на кладбище фотографии закапывать? Нет, конечно, не будет он этого делать. Значит, поклоняются совсем противоположным силам. Тогда у меня вопрос. Друзья, кто страной управляет? Просто задайте себе вопрос, задумайтесь, а кто сейчас управляет страной? Если они не в Бога веруют, да, в противоположную силу. Если они каким-то дьяволические, демонические обряды проводят. Тогда о чем говорит? То есть вы понимаете, что с нашей страной происходит? Какое светлое будущее они хотят построить? И тут с одной стороны коррупция, да, а с другой стороны то, что на голову не налазит здоровому человеку. Но я хочу сказать, что в Украине будет всегда коррупция. До тех пор, пока не будут приняты меры на государственном уровне, да. Вот посмотрите, буквально недавно в Китае бывшего министра обороны, которого поймали на коррупции пару лет назад, приговорили к смертной казни. Высшая мера наказания. Министр обороны. И Китай не воюющее государство. Это не во время войны. Я думаю, во время войны Син Цзиньпин не ждал бы 3 года или 2, чтобы его приговорить. Его бы в тот же день порешили бы возле стеночки. Вот и перегородочки. А в данном случае в Украине безнаказанность, сидит, улыбаются, говорит, я не я, хата не моя, какая династия, какой ОПГ, я вообще бедный человек. У меня всего лишь там квартира в центре, да, и какая-то машина, Мерседес, и то уже лет ему 10, походу. И вот, я вообще бедный человек, у меня ничего нет. И он ухмыляется, потому что знает, что дамоклов меч над бошкой не висит. Знает, что к стенке его никто не поставит. И такой, как он, их же много. И пока не будут приняты, ну при этой власти не будет. Ну куда же коррупционер на себя такие законы примет? Нет, это я говорю, если Господь Бог смилуется над нашим народом, над нашей страной и пошлет нам нормальную власть в Украине, да, которая действительно будет служить народу, как это прописано в Конституции. И вот тогда надо будет принимать законы о высшей мере наказания. Да, спорный вопрос, какая это высшая мера должна быть, пожизненная или стеночка. Ну, пока этого не будет, а примеры есть, эта коррупция будет продолжаться, и она будет передаваться из рук в руки, как это происходит с 91 года. Каждая новая власть борется с коррупцией, и каждую потом предыдущую уличает в том, что они коррупционеры. Так вопрос возникает, если ты на высших эшелонах власти замечен в коррупции, значит, ты должен уехать по высшей мере наказания, да, куда уже нужно обсуждать предмет длительных споров. Если ты полицейский, взял взятку, например, там на улице, 10 лет тюрьмы, и как вы думаете, захочет он взять эту взятку, да, там на улице у какого-то водителя, да боже упаси, чтобы потом, не дай бог, а вдруг это подстава, на десяточку, да уехать. И так каждому чиновнику, в зависимости от ранга. Чем выше погон, чем выше ранг, тем выше мера наказания. И вот тогда будет тишь и благодать. А пока
Этого не будет. Антикоррупционное бюро, борьба с коррупцией, еще что-то. Это все дичь. Это никогда работать не будет. Несколько кладбищ на борьбу с коррупцией, если выделить, вот тогда, мне кажется, коррупционеры переведутся. Ну, Александр, тут достаточно такая тонкая грань между какими-то, да, вот этими эмоциями, которые, безусловно, возникают. И заметьте, мы с вами не упомянули, ну, вы точнее, вы не упомянули то, что всем бросают как кость, да, то есть там вот это вот гадалок давайте пожуем, давайте там пожуем какой-то вот этот скандал, вот эту, а вот Мендель, а давайте Мендель разберем. Но у меня понятный вопрос. А почему молчит Зеленский? Хорошо, ладно, вчера, когда там задерживали, ну, во-первых, обстрел жуткий, а он в Румынии. У него там бухарестская девятка, понимаете? Во-вторых, его, ну как, его признали, то есть ему дали меру пресечения. Он подсудимый, все, его, это бывший его близкий. Такое ощущение, что его как бы нет. И Ермак себя ведет. А где Зеленский? Не, ну мы там, мы вообще не ругались, мы вообще просто поговорили. Тоже интересный момент. Говорит, так вы же на фронт хотели уйти. Да нет, это я просто личная у меня переписка была с журналисткой Нью-Йорк Пост. Ну вот, я не знаю, там, у меня нет, например, личных переписок с какими-то журналистами, понимаете, которые потом берут и мою личную переписку печатают и публикуют. Явно все пошло не по плану. Явно то, что там вы подчеркиваете, сидит, улыбается, нет. Им не сладко, им очень не сладко, иначе бы они уже вышли и чего-то сказали. Исходя из аппаратной борьбы, каким последствиям приведет ну, вот все происходящее сейчас вокруг Ермака? А я когда вспоминаю его поход в армию, у меня сразу такие строки в голове возникают, да, признаю свою вину, меру, степень, глубину и прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму, ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму. В Крым не получилось доехать, вот и на фронт не пошел. Вот, собственно говоря, ответ Ермака. А я ничего такого не говорил. Я считаю, что понятно, это удар, это вот если мы будем рассматривать без эмоций, да, без того, что это затрагивает вообще нашу страну, что это затрагивает народ, что это просто на голову не налазит, не буду это слово в эфире употреблять, на букву «Б», да, как это можно охарактеризовать их действия, сходство, скажу так, то понятное дело, что есть параллельная юстиция, антикоррупционные структуры, органы, которые созданы западными инвесторами, западными спецслужбами. Эти органы функционируют с 2015 года. С 2015 года ни один коррупционер не сел. Задача этих органов была не сажать коррупционеров, задача была собирать компрометирующую информацию на каждого. Я хочу напомнить, что глава антикоррупционного бюро до того, как ним стал в данном случае Кривонос, был Сытник, которого суд признал, будучи главой, да, на этой должности, суд его признал коррупционером, доказал это все. И он не то, что не сел в тюрьму, он продолжил выполнять свои обязанности еще полгода или год на должности главы антикоррупционного бюро Украины. Это на секунду, с какими организациями мы имеем дело. Это первый момент. Второй момент. Понятно, что это борьба, потому что в данном случае антикоррупционная инфраструктура, она подотчетна ФБР, и это как бы проамериканская система, которая давит и бьет по Зеленскому, которая ориентируется именно на британские структуры, и именно Британия диктует ему, что и как сейчас делать. Американцам это уже здесь сидит, все его финты и иезуитские подходы, там мы здесь, конечно, мы с вами, мы вам благодарны, мы вам во всем, мы со всем, что вы говорите, согласны, но возвращаясь домой, у нас же тут есть еще обязательства перед британцами, и начинается эта мышиная возня. 2 шага вперед, 3 назад. Американцев это бесит. Американцы эту тему, как бы, они имеют компромат на всех и постепенно выдают. Но я хочу обратить внимание наших зрителей даже не на аппаратную борьбу, а на то, что как это все происходит. Вот есть классическая сторона медали. Есть эти органы, да. Мы можем долго дискутировать, насколько вообще законно они функционируют, но так уж и быть, они функционируют и должны функционировать в юридическом поле.
И вот когда они находятся в юридическом поле, и их следователи собрали информацию, да, о коррупции в высших эшелонах власти, и они говорят: мы придержим пленки, мы все сразу не выдадим. На каких, блин, основаниях, по какому уставу и по какому закону вы придерживаете эти пленки? Кто вам такое право дает что-то публиковать, а что-то не публиковать? В юридическом пространстве это называется сокрытие факта преступления от суда, от правоохранительной системы. То есть, по сути, когда НАБУ и САП придерживает какие-то пленки, не выдает все сразу суду, не называет всех остальных участников, конечно, можно сослаться на тайну следствия, но раз они уже об этом объявили, у них материалы собраны. Это больше похоже на попытки склонить к каким-то договоренностям и склонить к принятию определенных решений. А это уже не Каких? юридическая плоскость, не юридическая, это Как- понятийная какая-то. Каких решений, Александр? Вот скажите, что они хотят от Зеленского? Большой крепкой любви хотят от Зеленского американцы, да, как Коля Стенбакин от Зинаиды, как его там, Золь, Шольц, напишите, забыл. В общем, большой и сильной любви они хотят, чтобы Зеленский полностью подкорился, склонил гриву и забыл своих вторых хозяев и работал в определенном направлении, в направлении именно американском, чтобы он не выеживался, да, и делал то, что ему спускают по методичкам Соединенных Штатов Америки. Вот что они хотят. Они понимают, что Зеленский им в этом отказал, потому что у него гарантии его личной безопасности именно от глобалистов и от представителей британской короны. Ориентируется он туда. Но американцам Украина, она как кость в горле уперлась, они хотят этот вопрос закрыть. Поэтому они пошли другим путем, как говорил Владимир Ильич Ленин. Говорит, мы пойдем другим путем. Вот они пошли. И в данном случае они просто выбивают почву из-под ног у Зеленского и пытаются подвести ситуацию до того момента, когда Зеленский будет условным свадебным генералом в Украине. А потом, да, когда будет переформатирована власть, переформатированный, возможно, президиум парламента, когда поймут, что не только Зеленского гасить можно. Это что же интересно, просто я сейчас наблюдаю, я думаю, какое прозрение снизошло на украинских политиков, журналистов, экспертов. Просто они истину увидели, да, снизошло. Откровение спустилось. Оказывается, Ермак был плохим человеком. И они все об этом пишут. Я смотрю, там все в фейсбуках начинают писать, там Марьяна что-то пишет про то, как он работал в Санаханте, а вообще еще Оксана, владелица магазина, она там тоже с чем-то связана. Думаю, нифига себе, вы сегодня об этом узнали. Вы сегодня прозрели, или Мендель сегодня прозрела, или когда у кормушки были и бабки получали с офиса президента эти 1000 говорящих голов, которые, да, Мендель назвал, 1000 говорящих голов, то тогда нормально все было. Тогда можно было закрыть глаза на то, что он сказал, что он навечно пришел, на коррупционные действия какие-то, на ночеванный заряд бодрости после приседаний в туалете, да, 15-минутных, когда он выходил, и после сквозняком, что потом как бы нос трогает человек, это ж сквозняки, я думаю, никто ж не сомневается в этом. Если форточка открыта, продувает, у всех просто слизистая разная, да, поэтому, в общем, как бы ничего превратного. Человек поприседал, давление поднялось, Ввиду, сквозняк, ну вот в нос забился, понимаете? Ну, это ж ввиду раньше никто последних, не видел, понимаете? ввиду последних новостей, что в ванной комнате еще важно правильно за мылом наклоняться. Но это не для него, это для второго, да, который... Нет, подождите, ему сначала прописаться правильно надо. Если он заедет туда, где Игорь Валерьевич сидит, то Игорь Валерьевич уже наблатыкался. Он же там Тимура характеризовал как закатай вату. Он там по фене щебечет очень хорошо, он ему прописку устроит. Вот. Я бы хотел бы посмотреть, если видео было бы, понятно, не воочию, вот, за этим процессом. Но я возвращаюсь к моменту прозрения людей. Я хочу сказать, друзья, да, когда мы об этом говорили, будучи в Украине, когда многие из нас, да, лишились всего, что у них было, карьеры, имущества, попали в тюрьмы,
под санкции, под уголовное преследование. Родины фактически лишились, потому что не соглашались на сотрудничество с этими людьми, потому что все знали, и тогда все знали, с кем имеют дело. И я никогда не поверю, что те, которые сегодня открывают широко глаза и говорят: да вы что, вот это Ермак плохой человек, а он еще и к ведьмам обращается, Господи помилуй, да? Как мы могли? Мы не видели, честное, сердечное, пионерское, комсомольское. Мы были не при делах. Я вообще в эту фракцию случайно зашел. Я мимо шел, меня поймали, говорит, будешь депутатом. Я даже не знал, кто такой Зеленский. Это за сейчас массово все пойдет. Они сейчас начнут каяться и говорить, да мы были не в курсе. Я таких не в курсе видел в своей жизни очень много. Так я хочу сказать, что в курсе все были. Всегда были в курсе. Просто когда бабки в карман падают, тогда у некоторых людей, да, с пониженной социальной ответственностью, причем в прямом смысле слова пониженная социальная ответственность, потому что то, что они делали, они не думали об ответственности перед украинским народом, да, у них глазки закрываются. А когда от кормушки отодвинулись, так сразу же прозрение снизошло, и какой плохой Ермак. Но Зеленский пока еще неплохой. Вот вы заметьте, у этих людей пока НАБУ не сказала «можно», они молчат. Говорит, Зеленский не при делах. И НАБУ говорит, вы знаете, Зеленский там не фигурирует. Вот этот робот, который, да, из «Звездных войн» Р-2, Д-2, Р-4, Р-5, ну там среди них Владимира Александровича нет. Вот, там он никак не фигурирует. Он в этом фильме другую роль занимает, да, он этот властелин темного мира. Это мы, говорит, к нему потом дойдем. И значит, все молчат. Красота среди бегущих. Первых нет отстающих. Бег на месте общепримиряющий. Вот что я сейчас вижу. И вот, но американцы системно работают, да. Плевать они хотели там на какие-то законодательные поля украинские. Их это вообще не колышет. Для них Украина – это зона влияния, в которой необходимо разобраться, потому что туда влезли британцы и накаламутили столько, что разбираться приходится уже больше года Трампу, и конца, и края не видно. Вот как американцы оценивают украинские проблемы сейчас. С вами, кстати, соглашусь, что здесь еще, кроме всего прочего, есть еще элемент предательства, определенного предательства. Вот Потураев комментирует ситуацию с Ермаком. Это логично, что из общества, которое верит в эту чушь, фэншуй, астрологию, таро, нумерологию, кофейную гущу, люди будут попадать в систему государственного управления, а, потому что все общество этим болеет, говорит Потураев. Понимаете? То есть, еще раз, то есть э, это хорошо, понимаете, они же как, они слуги. Это же по Тураеву принадлежит фраза, помните, в Трусковце слугам, да вы никто. Это они вот это вот, а вот есть люди, которые великие, те, которые к гадалкам ходят, понимаете. Тут же другой момент. Он уничтожает, вроде как пытаясь подмахнуть где-то Ермаку, он предает народ, предает вообще интересы народа, предает геополитически Америку в том числе. Те люди, их сейчас там несколько человек фигурируют, Железняк пишет, разная пресса пишет о том, кто внесет залог, кто возьмет белые, внимание, белые, чистые, 140 миллионов, и вот это вот они вчера собирали, там позавчера, все прекрасно понимали, поэтому вот такой цирк и произошел. Обычно, если кто-то попадает вот в эту систему, то тут проходит 2 часа, у тебя уже все, СИЗО и до свидания. А ты типа, а деньги поди собери, пока там проходит 2-3 дня в лучшем случае. То есть, а то вообще иногда и невозможно, собственно, их понять. Но у нас другая тенденция. Эти люди, которые скидываются Ермаку, да, на деньги, или деньгами, они же попадают не только в поле зрения того же НАБУ и САП, потому что сейчас модно смотреть, а откуда эти деньги? А что там за фирмочка с уставным капиталом 3000 гривен может внести такие миллионные средства? А еще и американцев они попадают в разработку американскую, понимаете? А это уже совсем другой коленкор. А, у меня такой к вам вопрос. Мы увидим финал этой истории или уже нет? Мы увидим, но не сейчас и не при этой власти. Два слова про Никиту Потураева, да, большего, конечно, ужа на сковородке я в жизни не встречал и не видел. И любителя прислужить любому господину, да, который там выше него стоящий и дает указания. Он готов все. Землю есть, не знаю, грызть зубами своих политических противников, но только бы не потерять
место у кормушки. Кому он служит? Не знаю. В обществу граненого стакана, может быть, или еще, судя по тому, как он выражается, и выражается он с первого дня, когда в парламент попал. Мы все помним, да, вы правильно сказали, эти скандалы. У него еще подруга дней его суровых есть, Третьякова такая, Галына, да, любительница делить на сорта людей, какие правильные дети, у кого какие неправильные. Там, в общем, вся фракция такая залетных персонажей, которые при нормальных обстоятельствах, еще раз, при нормальных обстоятельствах, они бы в сельсоветы не прошли. То есть их место не там, где они находятся. И я это говорю ответственно, потому что это, я думаю, уже может каждый сказать. И результаты ж видны на лицо. Тут ж не просто, да, по делам их будет видно. Вот по делам видно, кому кто и как служит, да, что это за люди, что это за персонажи, и к чему они вообще приспособлены, чем они пришли заниматься, и вот как они себя ведут. По поводу уставных капиталов, по поводу фирм однодневок, есть люди важные, а есть менее важные. И в любой банде, в любой ОПГ, а я хочу напомнить, что в материалах дела подозрения, которые вручили Ермаку, фигурирует не один Ермак. Там фигурирует организована группа людей. А в данном случае, если она совершила преступление, так это организованная преступная группа, а точнее группировка. То есть фактически НАБУ его выдвигает обвинение как члену ОПГ, еще раз, члену ОПГ, организованной преступной группировки. И в юридическом поле это отягчающие обстоятельства. Это нюанс. И в каждой банде, да, есть, так сказать, бойцы, есть десятники, есть сотники, да, в зависимости от масштаба банды. А у них, поверьте, масштаб покруче, чем у пана атамана Грицана Таврического. Куда круче, да, у них масштаб ого-го, Петлюра обзавидовался бы. Вот. И, собственно говоря, у них вот таких персонажей, которые менее важны, очень много. И на этих персонажей, на ЗИС-председателей фунтов давно зарегистрированы фирмы. И, конечно же, дабы спасти рядового Райана-Андрея Ермака, они пожертвуют менее важными людьми. И эти менее важные люди внесут залог. И потом по ним, я с вами здесь полностью согласен, будет работать НАБУ и САП. Против них будут заведены уголовные дела, их будут догонять, но вот только есть нюанс. Андрей Борисович в этот момент где будет находиться? Когда их будут догонять? Дома по домашним арестам? Или случайно у него заболит печень или душа за Украину, и он экстренно вылетит во Францию или выедет во Францию на лечение? А дальше свет его потеряется. Вот в чем вопрос. Вот где потом их искать придется. Но ничего, практика существует, и практика мировая наработана, что всех потом находят так или иначе, рано или поздно. Кого-то спустя 5 лет, кого-то через год, кого-то даже через 50 лет. И те преступления, которые совершил Андрей Борисович Ермак, да, я думаю, скоро много услышим. И вообще эта вся власть, они не имеют срока давности, поэтому искать их будут. И я уверен, что найдутся люди, которые жизнь свою положат на то, чтобы они ответили за содеянное. Понимаете, в чем дело? Сейчас период такой, что украинцы отвечают за содеянное ими. Вот именно украинцы. Выходит Шойгу и говорит, ну, то же самое. Давайте возвращайтесь к безъядерному, внеблоковому статусу вот, и так далее. Вчера там Песков, его заявление. Причем некоторые нашли его таким очень основополагающим, потому что там не определяется территория. Все уже как бы все зубы прожужжали о том, что это типа уходите из Донбасса и война закончится. А Песков как-то говорит, что есть территория России, то есть понятно, да, вписано в Конституцию, в том числе и там в Запорожской, Херсонской области, и это только повод, чтобы поговорить. То есть это фактически вот этот июньский, да, июльский, там по-разному называют, июньский, когда ультиматум, когда, ну, так принято называть, когда Путин выступал перед Министерством иностранных дел своим на коллегии, и вот тогда это залетел, и представляете, до сих пор это держится. Но у меня возникает другой момент. А с кем это обсуждать? Вот тут же очень важно сейчас. Люди немножко как бы путают. Ну, они отравлены, конечно, мозги отравлены многих вот этими эмоциями, вот этими тысячами голов отравлены. Тысячами голов, которые нам рассказывают о том, какой Такер Карлсон Украину ненавидит, Мендель сошла с ума, дура, работает на
и Псой вообще не пойми кто, вообще плюнуть в нее и растереть, кто она вообще такая. 5 лет не при делах была, а тут теперь, видите, смотрите, инсайды выдает. Ты гляди, Мендель, откуда взялась? Ну и так далее. Вообще там миротворец ее вносят. Мне кажется, даже, наверное, ну если не госизмену, то санкции влепят. Вот влепят санкции, понимаете? Потому что а, у меня такое ощущение, что, наверное, Такер Карлсон, у него должен был быть Богдан. Вот мне так почему-то казалось. То есть механика какая? Они там прознали, что среди как бы своих бывших, с которыми плохо попрощались. Ну, тут при всем при том, да, она чудила, это Мендель, да, она там, конечно, и одеться могла нарядиться, и выглядела там иногда, и что-то как бы в драку там лезла, помните? Но она же, ну хорошо, расстанься с человеком. Просто хорошо разойдитесь. Потому что все сейчас молчат, но она же может, ну, такой, знаете, щелчок и снежный ком может покатиться. Все сразу заговорят, все, понимаете? Ой-ой-ой, как тогда будет несладко. Но мне почему-то кажется, они прознали, что где-то кто-то должен сказать, и влепили на Богдана санкции. А потом, наверное, должно было выйти в интервью. Интервью записано заранее. И они немножко не поняли, и, видимо, это Мендель, а не Богдан. Да, вот им кто-то слил какой-то кусочек информации, что против вас там готовится какой-то удар. Но этот удар чисто срежиссирован, синхронен и так далее. Так вот, после всего того, что мы услышали о Зеленском лично, после всего того, что мы увидели с колдунами, гадалками, Ермаком, с кем говорить о нейтралитете, суверенитете, безъядерном или каком-то внеблоковом статусе? Россиянам. Ладно, россиянам, бог с ним, кто на них смотрит? Да, ну подумаешь, россияне, они там скоро развалятся. Ну, так говорит украинская пропаганда. А американцам с кем говорить? У меня главный вопрос, с кем говорить американцам по этому поводу? Мне кажется, что мы слегка немножко, ну, мы недооцениваем масштаба того ужаса на геополитическом уровне и вообще реноме Украины, который произошел. Смотрите, сегодня Трамп и Си. Там тоже приколов хватает. Опять это рукопожатие, там кто кого, там вот это вот, да, то есть, но там вершится история. Вот там вершится история. А в Украине она, по-моему, заканчивается. Что скажете? Ну, Трамп и Си – это величайшие лидеры современных сфер государств, которые встречаются для того, чтобы определить зоны влияния, определить будущее конфликтные территории, в том числе экономические и военно-политические, между собой. Вот, и туда же, кстати, в скором времени может полететь и Владимир Путин. То есть это лидеры мощнейших государств, которые между собой решают будущую судьбу мира. И я хочу напомнить, что глобалистов, да, ну, отчасти они взяли, конечно, с собой представителей отдельных структур, Трамп с собой взял, но он выступает именно как главным переговорщиком с китайцами. Китай тоже объявил о том, и здесь нужно всем прислушаться, и акцентировать внимание, что один из фундаментальных вопросов – это Тайвань. Это определение Тайваня, ну, вот для Китая Тайвань, да, в принципе, американцы тоже, кстати, юридически признают Тайвань частью Китая. Вот, но по сути все действия американцев указывают на то, что они поддерживают правительство Тайваня и пытаются спровоцировать там конфликт. То есть для них это выгодно. Китай прямо сказал, что если мы сейчас с вами не решим вопрос Тайваня, то мы можем его начать решать военным путем, вплоть до столкновения в этом регионе. Это очень серьезные вопросы. Прогнозы были американских аналитиков, я их еще цитировал в начале 2021 года, вот, и украинские политики смотрели, думали, что это какие-то мои сумасшедшие фантазии, что в 2027 году вполне может начаться конфликт вокруг Тайваня. Просто, ну, иногда англоязычные источники американские нужно читать, там много интересного написано. Вот. И еще пока 27 год не наступил, но мы видим, что накаляется обстановка. И, конечно же, американцам невыгодно здесь и сейчас уже конфликтовать. Они видят, да, они видят те процессы, которые идут, они видят рост Китая, они видят, что с насколько не получилось решить вопрос Российской Федерации. И я думаю, будет стоять вопрос следующего характера, что пока наши
проблемы геополитические таких больших лидеров давайте отложим, давайте вместе решим вопрос с Европой, с глобалистами с Европы. Порешаем вопрос на несколько лет, нам этого жирка хватит. Несколько лет, это 5 или 10 лет, может больше, в зависимости от того, как решать будут. Вот. Создадим им новый план, только уже не Маршалл, а Маргенталу, чтобы они там забыли вообще о какой-то цивилизации, чтобы они там как папуасы бегали, а мы с вами возьмем, да и поделим то, что у них сейчас есть. А потом уже вернемся к этим конфликтным вопросам. Ну, в данном случае ни Трамп и ни Си, скорее всего, будут возвращаться, хотя люди мечтают жить по 150 лет, они об этом говорили. Но возвращаясь к украинским вопросам, к тому, о чем говорит Российская Федерация, к украинскому конфликту, мы уже неоднократно говорили. Я думаю, что все начинают замечать, уже публично об этом говорят, что у Трампа, да, Украина это кость в горле, которая мешает ему наладить взаимоотношения, всецело наладить взаимоотношения, в том числе и торгово-экономические с Российской Федерацией, и геополитические также. Контакты между российской и американской делегацией куда более позитивные, чем между американской и украинской. Из-за этого, кстати, Зеленский тоже сокрушается, да, и нервно об этом даже публично рассказывает, что почему-то эти все американцы, они больше слушают Путина. Да тут все просто. Тут даже не вопрос в том, что Трамп привык общаться и слушать себе равных, да, хотя это тоже важный аспект его личного отношения к тем людям, с которыми он ведет переговоры. Тут аспект выгодности. Он понимает, с кем он разговаривает. Он понимает, какие позиции какой лидер и какая страна занимает, и он понимает, какую выгоду он из этого может получить, какую выгоду он может получить из Украины. Все, что он мог, он уже получил. В данном случае ему надо просто это все свернуть и начать решать более глобальные вопросы. Зеленский не будет этого делать. Поэтому мы с вами говорили, если не ошибаюсь, то ли осенью, то ли летом 25 года, о том, что если у Трампа не получится, они начнут постепенно выходить. Судя по уменьшению количества вооружений и выделенных средств, это происходит. Но происходит очень плавно, резко, никто до выборов в США этого делать не будет. Потому что политически это бернут против республиканцев и против команды Трампа. Поэтому все очень плавно это будет происходить. А в данном случае будет отдано на откуп решение вопроса. Ну, хотите, европейцы, занимайтесь, с русскими решайте. Трамп не при делах, поэтому там он позвонит своему другу Владимиру, да, не Зеленскому, а Путину, и скажет, что давай, я уже там им никак не помогаю, давай решать эти вопросы. А вот уже другое дело, какие условия будет выдвигать Российская Федерация для глобалистов и для представителей украинской власти. Я хочу напомнить, что эти условия с каждым разом хуже предыдущих. Хуже. Их кто угодно, пускай расскажет, что так это кремлевская пропаганда, еще что-то. Начиная от Минских соглашений, продолжая Стамбулом-1, Стамбулом-2, и вот если будет Стамбул или что-то 3, да, уже были Абу-Даби у нас, да, но Женева была, уже все забыли об этом. Еще несколько было стран и городов, которые участвовали в этих переговорах. Там было сказано, что следующее предложение будет хуже. Речь уже на Стамбуле-2 шла о буферных территориях, о буферных зонах. И это без вопроса самоопределения государства, нейтрального внеблокового статуса. Это незыблемо. То есть, если этот вопрос не решается, базовый, фундаментальный, то никакого мира не будет. Никакого мира не будет. Война будет идти на истощение. И у меня возникает вопрос логичный, я хочу его всем задать. Друзья, кто-то еще верит, что Украину в НАТО возьмут? В НАТО или в Европейский Союз? Прямо уже сказали, не возьмут. А зачем тогда, да, упираться в этом вопросе? Зачем? Чтобы еще больше наших людей погибло, чтобы еще больше беспилотников и ракет падали на голову. Зачем это делать? Надо за тем, что Зеленский и Ермак, водичку собирая, да, и бусы плетя, и фотографию где-то закапывая, плевать хотели на то количество, сколько людей погибнет. Бабки, вот что движет этими ребятами. Бабки и обязательства перед их европейскими, не знаю, партнерами, коллегами, кураторами, друзьями, как хотите, так и назовите. Там, где они банк построили и имущество свое отложили. Вот что ними движет. Плевать они хотели на жизни украинцев. А те, которые выступают за сохранение жизни украинцев, автоматически статья, санкция и агент Кремля. Александр, цитата Зеленского. Значит, сегодня жуткие удары по Украине были ночью, ночью под утро.
То есть, и, наверное, продолжится что-то, хотя одна из самых таких больших атак была. Значит, за удары по Украине будет справедливый ответ. Во время этих атак удалось сбить значительное количество ракет и дронов. Общий процент сбитых целей 93%, говорит нам Зеленский. А, Только ленивый не говорит о том, что... Ну, они же сами говорят, нам нечем сбивать Искандеры и кинжалы. А тут, говорят, 93%. Ну, то есть, а люди, вот пятеро человек, вот мы с вами говорили, там упоминал, да, там четверо, пятеро человек, и будет еще, потому что там еще 10 запаса, имеется в виду запаса в плохом смысле этого слова, в общем, пропали без вести, и это означает или под завалом, или просто не были дома, куда-то уехали. Ну, такая счастливая случайность, что не попали туда. А Зеленский прикрывает вот этими всеми, скажем так, проблемами с ПВО, обстрелами, ну, себя перед Западом, вместо того, чтобы сделать все, чтобы этого ну, не допустить, остановить, вместо того, чтобы, ну, взять и поехать в Москву, например, понимаете? Ну, то есть, ну, сколько раз, уже лично Путин его позвал в Москву. Он говорит, нет, кроме Москвы никуда не... Ну, вот, а так куда угодно, кроме Москвы. Но это понятно, что никто никуда не поедет. До финализации очень и очень далеко. Сейчас только, по-моему, разворачивается вот эта весенне-летняя кампания в районе Славянска. Сейчас там пекло. То есть пытаются штурмовать. Украинские аналитики говорят, да вот там еще там вот эти очаги. Кто-то бьет себя в грудь, говорит, все хорошо. Но мы посмотрим, как это... Цыплят по осени считают, как говорится, да, и мы посмотрим, как будет хорошо, например, на осень. Мы тоже так, когда, помните, Авдеевка была, а потом раз, и карта изменилась намного. За относительно небольшой промежуток времени, хотя говорили, вот Авдеевку не возьмут никогда. Мы сейчас, эвакуация, опять-таки, мирного населения с другого берега Днепра, в районе Энергодара, там, ну, Никополь имеется в виду, напротив Запорожской атомной электростанции. Александр, что нам сулит фронт? И я вот всегда задаюсь вопросом, да, ну вот смотрите, трагедии людей, попадание в дома, вот этот вот ужас, стало обыденным делом, трагическим, больно, но обыденным. А власти как находка, разваленный дом. Каждый разваленный дом как находка, чтобы прикрыть свой срам. А только, получается, фронт может отрезвить. Существенное продвижение противника, провалы, просадки, ужасы. Понимаете? Вот что-то такое может только освежить. И кажется, что вот все на низком старте. Вот в завершении прокомментируйте, пожалуйста, военный аспект. И вот, знаете, я понимаю, что там, мы не военный эксперт, но ведь с политической точки зрения прикрываются кровью вот этих убитых в Киеве. А вчера там, да, вот эти атаки по западу страны. Ровно 2 человека, Луцк 2 человека, Франковском тоже. Короче, так посмотришь, ну прям пошла эта кровь, понимаете, этого жертвоприношения. Получается то, что только линия фронта может каким-то образом отрезвить, заставить задуматься. Или есть еще что-то? Мне кажется, что тех, которые до сих пор не отрезвели, да, и не задумались, их уже ничего не исправит. Вот вообще ничего. Как бы этот фронт ни двигался, они все равно будут считать, что Зеленский святой человек, и він зберіг державність. И неважно, чем эта державность будет ограничиваться. Да, а судя по действиям Зеленскому, ему без разницы, как сколько областей будет в составе Украины, и вообще сколько из этих областей можно будет назвать областью, а не просто территорией, да, на которой есть земля и руины, которые даже никто восстраивать и возобновлять не будет. Вот его подход. И мы только что определили, почему у него такой подход. И мы определили, почему он от этого подхода отказываться не будет. А если он от этого подхода отказываться не будет и будет дальше специально выдвигать контрпозиции, например, для той же Российской Федерации, как мы слышали, да, с Донбасса я не уйду. Миндель говорит, так он же тогда собирался уходить с Донбасса, а сейчас говорит, что не собирается уходить с Донбасса. Из этого только можно понять, что ему плевать на Донбасс. Как и на другие регионы Украины, ему тоже плевать. Для него важно, что есть какая-то причина, за которую можно уцепиться и сказать, я патриот.
и я не уйду. Я буду стоять до последнего. Только стоит не он. Я напомню, он в Румынии сейчас вместе с женой по экскурсию проходит по замку графа Дракулы, наверное, не знаю, там Трансильвания где-то гуляет. А фронт идет, обстрелы идут, а Зеленского нет в Украине. Кстати, тоже такой нюанс, да, его это как касается? Его близких это никак не касается. Поэтому у него все хорошо. И он с таким счастьем и даже на свободе. То есть у него прекрасно. А фронт будет дальше двигаться, да. Будет двигаться на Краматорском, Славянском направлении. Вопрос Донбасса, я думаю, летом очень остро будет стоять. Дальше та же история будет по юго-восточной части. Именно по юго-восточной части Украины там тоже накапливаются силы. Это сейчас видно по картам, причем это карты публикуют и американские, украинские и русские, что идет накопление вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Дальше идет набор на контрактную службу, то есть усиливается набор в Российской Федерации. Об этом чиновники России прямо заявляют, они публикуют цифры. Когда война идет к завершающей фазе, да, вот сейчас она просто вот возьмет и закончит. Ну, мир просто вот договаривается, потому что завершающая фаза войны, она разная бывает, да, то есть война может усилиться и идти к завершающей фазе, какие-то великие битвы серьезные будут там за большие города, регионы, а может там мирным путем закончиться. Вот когда все подходит к тому, что вот мир сейчас будет подписан, то, наверное, подобные вещи не происходят. Не скапливание сил, техники, не подготовка новой пехоты, то есть не набор такой. Значит, речь идет о том, что нас ждет кровавое лето 26 года, нас ждет кровавая осень и, возможно, даже кровавая зима. То есть и понимает ли это Зеленский и его окружение? Прекрасно понимают. Именно по этой причине они будут сейчас усиливать мобилизацию. Именно по этой причине он договаривается с европейцами, чтобы вернуть у мужчин украинских призывного возраста, которые волей случая смогли убежать из страны, да, и оказаться где-то в более безопасных местах в Европе. Именно по этой причине они сейчас электронные повестки хотят рассылать, ловить мужчин вообще на улице всех, причем неважно какого возраста. По этой причине они будут снижать мобилизационный призывной возраст. Будут они это делать. Они дойдут до расширения специальностей, по которым женщины должны идти на службу. Они все это будут делать, потому что у них стоит задача войну никоим образом не заканчивать и ни на какие соглашения с Россией не идти. И эта задача стоит отнюдь не из-за того, что они великие патриоты Украины и вони хочуть зберегти державність. Нет. Они обязы дали британцам, а Британия прямо сказала, прекращение боевых действий в Украине – это угроза национальной безопасности Британии. Стармер об этом сказал. Кому интересно, могут зайти в интернете почитать. Поэтому я считаю, что А кто такой идут очень Стармер? Подождите. Стойте, стойте. А кто такой Стармер? глашатый Карла Третьего. Глашатый Карла Третьего. Вот, собственно, это один из тех, которые Зеленскому передают руководство к действию. Ну, посмотрим. У нее там виллы намечаются из Шотландии и вообще. Посмотрим, куда это все вывезет. В любом случае, будем наблюдать, будем следить и держать руку на пульсе. Подписывайтесь, друзья, на Лазарева, телеграм-канал, ютуб-канал. Ставьте лайк, пожалуйста, нашему сегодняшнему выпуску. Да, в таких немножко необычных условиях, но тем не менее продолжаем анализировать и продолжаем обсуждать все это мракобесие. Берегите себя, добра и света. Александр, благодарю за время и мысли. Спасибо. Увидимся. До скорого.